Всем привет! Этим видео я начну рассказ о взаимодействии процессоров с языками программирования. И начну с обобщения всего происходящего. Не секрет, что данные хранятся в виде нулей и единиц. Эти нули и единицы представлены в виде электрического тока. Преобразование напряжения этого тока в логический ноль или единицу довольно сложный процесс, в детали которого я вдаваться не буду. Грубо говоря, если напряжение больше определенного уровня, то считается, что это единица. Если меньше этого уровня, то ноль. Внутри процессора находится огромное количество транзисторов. В транзисторах поддерживается заданный уровень напряжения, и при изменении его значения электроника понимает, что считался ноль или единица. Транзисторы в процессоре объединены в простейшие логические элементы, так называемые логические затворы, или по-английски logic gates. Эти затворы принимают значение одного или нескольких сигналов и в зависимости от входных сигналов выдают один выходной сигнал. Базовые логические затворы – это AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate и XNOR gate. Из этих затворов, в свою очередь, состоят более сложные элементы процессора, такие как арифметико-логическое устройство, мультиплексоры, демультиплексоры, энкодеры, декодеры, память и прочее. Элементы внутри процессора соединены между собой. Они передают друг другу данные и команды управления. Для того, чтобы дать программисту возможность определять последовательности данных и команд управления в процессоре, существуют инструкции. Набор инструкций различных процессоров может сильно отличаться. У некоторых процессоров доступно множество инструкций на все случаи жизни. Это так называемый Complex Instruction Set Computer, или CISC. Другие процессоры ограничиваются минимальным набором инструкций. Это Reduced Instruction Set Computer, или RISC. Подробное описание инструкций процессора, их представление в виде двоичного кода и описание того, как изменится состояние процессора после выполнения инструкции, описано в Instruction Set Architecture, или архитектуре набора инструкций конкретного процессора. Имея под рукой описание инструкций, можно приступать к программированию. Теоретически, можно писать программы сразу в двоичном коде, но это будет крайне неэффективно. Человеку сложно запомнить двоичное представление команд. Для того, чтобы программировать стало проще, был придуман язык ассемблера. В этом языке двоичное представление команд заменено на символьное. Также в ассемблере символы стали использоваться для того, чтобы помечать определенные места в программе. Например, адрес переменной или адрес перехода. После того, как программа написана, используется компилятор ассемблера, чтобы преобразовать символы в команды и адреса памяти. Появление языка ассемблера существенно облегчило процесс разработки, но программы на языке ассемблера сложно читаемы. Также при программировании на ассемблере приходится учитывать особенности конкретного процессора, такие как разрядность, способ хранения байт в памяти и внутреннее устройство процессора. Для упрощения разработки были изобретены языки высокого уровня. Одним из первых языков высокого уровня стал язык C. C решил много проблем ассемблера, но код на C все же оказался недостаточно структурирован. Для улучшения читаемости кода было придумано объектно-ориентированное программирование, принципы которого используются сейчас многими языками. На этом я закончу данное видео. В будущих видео я подробно разберу эти и многие другие темы, касающиеся программирования и железа. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока.